Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео мы вместе рассмотрим устройство BMS для аккумуляторных батарей. BMS расшифровывается как Battery Management System, то есть плата, электронное устройство, которое занимается управлением, основное предназначение которое это управление зарядкой и разрядкой аккумуляторной батареи. В данном случае у нас устройство от производителя Litokala, и предназначено оно для управления зарядом-разрядом аккумуляторных батарей, собранных на основе ячеек литий-железофосфатных ячеек. Да. Это устройство Litokala 4S, и оно предназначено для аккумуляторных батарей, собранных на основе 4 сегментов литий-железофосфатных батарей. Ну, то есть в сумме мы получаем, если собираем из 4 сегментов, это будет 12,8 вольт аккумуляторная батарея будет выдавать. Ну, кроме управления зарядом и разрядом батареи, также эта плата защищает батарею от в принципе, от перезаряда, от переразряда, от короткого замыкания, от перегрева, еще там многих других функций. У каждой платы они могут быть разные. И конкретно от этой платы характеристики я размещу в описании под видео. Вот, значит, это у нас плата, как я уже говорил, предназначена для аккумуляторной батареи 4-сегментных. У нее максимальный ток разряда, то есть устройство, которое будет потреблять, это 100 ампер нагрузка. Также у нас здесь, видите, указаны основные характеристики. Ну, опять-таки, видите, типа батареи литий-железофосфат. Значит, максимальный ток, при котором отключается зарядка, это 3,65. Минимальный заряд это 2,35 вольта. Значит, максимальный режим разряда это 100 ампер. Ну, то есть фактически это вы можете условно подключить условное устройство, которое потребляет 100 ампер. Значит, и уровень заряда вот, поддерживает плата менее 50 ампер. Также в двух словах объясню, почему стоят такие уровни, верхний уровень и нижний уровень заряда батареи. Дело в том, что у аккумуляторной батареи есть такое свойство, что если ее перезарядить, либо переразрядить, то батарея приходит просто в негодность, либо она очень быстро уменьшается ее срок службы. Ну, в принципе, обо всех остальных характеристиках и вообще, что это такое про батареи, можете поискать в интернете, довольно много информации. Вот. А далее мы сосредоточимся конкретно на этой плате. Итак, она приехала ко мне вот в такой картонной, довольно качественной упаковке. Была упакована в такой защитный пакетик. Вот, вместе с платой приходит в комплекте, тоже в пакетике, давайте распакуем, значит, 4 крепежных винта, болта, а также шлейф. Собственно говоря, это шлейф, который подключается к сегментной батарее для того, чтобы корректировать уровни зарядки и разряда. Да, вот видим, здесь у нас есть разъем, да. Подключаем с этой стороны. Так, вот, да, так, чик, включаем. А эта сторона контактов, она ложится на контакты батареи в специально определенных местах. Схема размещения контактов указана в принципе, у производителя, можно посмотреть. Ну, либо можно поискать информацию в интернете, она тоже есть. На этом не будем слишком сильно останавливаться. Да? Так. Далее возвращаемся к батарее. Еще один такой момент, значит, пока не забыл. Собственно говоря, аккумуляторная батарея, допустим, 12-вольтовая, построена на сегментах типа литий-железофосфат, состоит из 4 сегментов, и каждый сегмент это само по себе отдельная аккумуляторная батарея, и у нее, даже если они из одинаковой партии, у нее могут быть свои какие-то нюансы
по заряду разряда. И вот также эта вот плата, она именно контролирует каждый сегмент, чтобы он заряжался и разряжался одновременно и, скажем так, синхронно с другими сегментами. Плюс у этой платы есть функция балансировки, ну, так называемая пассивная балансировка. Это когда при заряде аккумуляторной батареи с помощью этого устройства распределяется заряд более-менее равномерно на все сегменты, для того, чтобы в конечной точке все элементы аккумуляторной батареи, 4 сегмента, были заряжены одинаково, и это позволяет достигать максимально эффективной работы аккумуляторной батареи, при этом сохраняя ее долговечность ее работы. Итак, давайте, значит, посмотрим внешний вид. Ну, в принципе, значит, это основа металлизированная, да, это металл. Сверху у нас тоже металлическая такой радиатор, да, отводящий. Тут еще я такой момент заметил, если присмотреться, да, тут тоже заметно, да, вот, значит, есть электронные компоненты, сверху над ними идет термопроводящая прокладка, вот, но эта термопроводящая прокладка не касается, собственно говоря, самой металлической части, поэтому, ну, не знаю, возможно, это проблема конкретно этого экземпляра. Вот, но будьте внимательны, когда будете покупать эту модель, либо любые другие, чтобы у вас как бы, ну, все было в соприкосновении, чтобы все работало идеально и тепло хорошо отводилось. Не знаю, почему так получилось. Может быть, плохая притяжка, или может быть, поставили за тонкую теплопроводящую прокладку. Вот. Ну что ж, в принципе, внешний вид мы посмотрели. Общие характеристики платы я назвал, как она выглядит внешне. В общем, понятно. Давайте посмотрим, как она устроена изнутри. То есть разберем ее, посмотрим, что у нее там внутри находится. Для этого я подготовил подходящую отверточку. Давайте начнем. Так. Раз, готов. Второй готов. Третий винтик. Так, теперь этот. По привычке откручиваю по диагонали, чтобы нагрузка на элементы была одинаковой. Ну, в принципе, я так думаю, для этой платы это не принципиально, но лучше все-таки так делать. Теперь снимаем, раскручиваем средний элемент. Так, чик. Открутили, вынимаем. Итак, ну, тут понятно, у нас, собственно говоря, это металлическая верхняя часть, радиатор на подножках. Тут как бы все понятно. Не знаю, может он кривой, поэтому не примыкало, да? Чуть-чуть. Чик. Ладно, это я потом разберусь. Далее смотрим, что у нас здесь. Ну, видите, как я и говорил, это термопроводящая прокладка, да. Ну, походу нам затоненькая. Наверное, надо будет ее снимать, менять. Ну, ради интереса для вас я присниму ее. И посмотрим, какие здесь используются элементы. Ну, честно говоря, обозначения очень плохо видны. Я их, если рассмотрю, то поставлю в описании к видео. Вот так они, значит, выглядят изнутри. Тут у нас, вот если я не ошибаюсь, в описании к плате не указано, но тут у нас 4 штуки показаны. Это светодиоды. Вероятнее всего, они показывают, ну, какое-то состояние каждой ячейки аккумулятора. Вот тут у нас управляющая, я так понимаю, микросхемка, компоненты электронные. Вот. Чик-чик. Вот такая штучка, значит, с теплопроводностью
Этим я разберусь попозже. Вот, ну, в принципе, как бы, да, больше на плате показывать нечего. Вот так она выглядит изнутри. Давайте еще переверну. Тут у нас есть маркировочка. 22.04.18. Размер, не знаю, платы, наверное, указан, да. Так, какие-то у нас тут, не знаю, что это, флюс остатки чего-то засохшее. Ну, в целом, плата, я бы сказал, выглядит собранная добротно, аккуратно, можно сказать, по-заводски, никаких особых ляпов, там, каких-то обрывов я, в принципе, не вижу. Все компоненты целенькие, более-менее поставлены в ряд, все хорошо пропаяно. Да, возможно, это лак. Видите, сверху покрытие на всей плате. Вот тут видно, лаком залито. И здесь то же самое. Ну что ж, в принципе, я вам саму платку устройства показал. Как бы тут больше показывать нечего. Представление об этой плате вы визуально уже имеете. И, возможно, будете понимать ее техническое состояние после того, как я вам еще в описании к видео напишу вот эти компоненты, какие они именно. Вот, по отзывам это устройство хорошее, отзывы в основном большей частью положительные, то есть можно ее использовать. Я жду тоже свои сегменты, буду собирать батарею на ней, и когда у меня что-то получится, смогу добавить в комментариях, либо сниму новое видео. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо вам за внимание. Если видео было полезным, вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. И всего хорошего, до свидания.